Всем привет! Вы на канале Бисквит. Делюсь с вами рецептом вкусного морковного торта. А вы знали, что овощи можно использовать в десертах? Например, морковь можно добавлять в бисквит, а сочетая их с разными начинками, можно получить вкуснейший торт. Для бисквита возьмите 2 яйца. Добавьте щепотку соли и взбивайте до появления пены. Добавьте 150 грамм сахара. Всыпайте небольшими порциями, но не делите на много частей, иначе сахар не успеет раствориться. Взбивайте яичную массу до плотной пышной пены. Рисунок должен 1-2 секунды сохраняться на поверхности. Влейте 85 грамм растительного масла. Аккуратно перемешайте. Добавьте 160 грамм муки, смешанной с 6 граммами разрыхлителя, щепоткой мускатного ореха и 1/4 чайной ложки корицы. Всыпайте в тесто 2-3 частями, каждый раз аккуратно перемешивая снизу вверх. Добавьте 85 грамм мелко порубленного грецкого ореха и 130 грамм мелко измельченной моркови. Вмешайте орехи с морковью в тесто. Морковь можно измельчить в блендере, но не в пюре, либо натереть на самой мелкой терке. Переложите тесто в заранее подготовленные формы. У меня формы по 20 см в диаметре. Желательно выпекать сразу 2 коржа, чтобы тесто не стояло. Это повлияет на пышность бисквита. У меня в торте будет 3 коржа, поэтому в одну форму я выкладываю тесто чуть больше. Выпекайте в духовке при температуре 170 градусов 25-30 минут. Пока печется бисквит, приготовим карамель. В кастрюлю с толстым дном высыпьте 80 грамм сахара. Добавьте воду 25 мл и включите плиту на средний огонь. Сахар не трогайте, не перемешивайте, просто ждите. Когда карамель приобретет светло-янтарный цвет, поставьте греться 80 мл жирных сливок. А когда карамель станет насыщенной янтарного цвета, выключайте плиту и влейте горячие сливки. Вливайте небольшими порциями. Это важно. Каждый раз перемешивая карамель. Делайте это очень аккуратно, карамель выделяет много горячего пара. Когда карамель успокоится и перестанет пениться, добавьте 15 грамм сливочного масла. Перемешивайте до полного растворения. Для баланса вкуса добавьте щепотку соли. Перелейте карамель в меньшую емкость. Сейчас карамель крупицами. Чтобы сделать ее глянцевой и гладкой, пробейте блендером. Накройте карамель, чтобы не подсыхала, и уберите пока в сторону. Готовим апельсиновый курт. Влейте в кастрюлю 150 мл апельсинового сока, желательно свежевыжатого, цедру 1 апельсина, 80 грамм сахара, 10 грамм кукурузного крахмала. Перемешайте.
Добавьте одно яйцо и еще раз тщательно перемешайте. Заварите курт на среднем огне, постоянно помешивая. Когда крем загустеет, проварите еще 2 минуты и выключайте плиту. Добавьте 15 грамм сливочного масла. Процедите курт через сито, чтобы избавиться от комочков и цедры. Готовый апельсиновый крем накройте пищевой пленкой в контакт и уберите в холодильник. Готовим крем. Возьмите 400 грамм крем-чиз. Разомните его или немного взбейте. Добавьте 300 мл сливок 33% жирности и 70 грамм сахарной пудры. Взбивайте крем сначала на низкой скорости, чтобы не разлетелась пудра и сливки. Постепенно увеличивайте до максимума. Крем должен загустеть и стать пышным. Бисквит приготовился и успел остыть. Один корж я разрезала на 2. Приступаем к сборке. Курт, карамель и крем переложила в кондитерские мешки для удобства. На первый корж выложите крем и разровняйте его по поверхности. Я буду собирать торт в кольце, чтобы он получился ровным. По краю коржа нанесите бортик из крема. Внутри выкладывайте карамель. Карамель тягучая, может слой крема собирать за собой, поэтому лучше выкладывайте при помощи мешка и аккуратно разровняйте. Накройте вторым коржом, слегка придавливая. Сверху еще один слой крема и бортик. Вовнутрь апельсиновый курт. Аккуратно разровняйте. Накройте третьим коржом, также слегка придавите. И выкладывайте на него остатки крема. Бока торта кремом прикрывать не буду. Это еще одна причина использования кольца. Так слои будут выглядеть более аккуратно. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник настояться и пропитаться. Минимум часа на 3. Ну вот, торт настоялся. Будем украшать. Торт по краю посыпьте измельченным грецким орехом. Выложите дольки мандарина. И сделайте россыпь бусин из посыпки. Полейте струйкой карамели. Также можно сделать подтеки. Вот он, яркий на вид и на вкус морковный торт. Сочный, мягкий, рассыпчатый. Вкус моркови совсем не выражен, но она придает вкусу изюминку, а коржам аппетитный желтовато-оранжевый оттенок. Чувствуется яркий вкус грецкого ореха,
кислинка апельсинового курда и мягкая сладость домашней карамели. Все вместе сочетается превосходно. Если вы еще не пробовали морковный торт, попробуйте. Такого вкуса вы точно не ожидаете. Пишите свои комментарии. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Жду ваших лайков. Всем пока!